Всем привет, дорогие друзья! Игорь, канал Алена Ар-Влог, Чорба. И в этом видео мы с вами поговорим про историю этого супа. Я с удивлением для себя узнал, что даже вот некоторые коллеги, мои коллеги, которые приехали сюда в Черногорию, уже живут здесь полгода, но не знают, что такое чорба. Говоришь, чорба будешь, что такое чорба? И я решил, что это видео будет полезно многим, особенно тем, кто сюда едет и, не только отдохнуть, но еще и каким-то гастротуризмом позаниматься. А этот суп один из тех, которых, вот, например, мы только сюда приехали, и наши зрители, привет, Ян, рекомендовали попробуйте сразу же чорбу, чевапи и плесковицу. Вот. Чорбу попробовали, распробовали, это офигенно. Януш, иди отсюда, иди. Чорба в переводе с арабского – это густой наваристый суп. И история вот этого супа тысячи лет. И это означает, что существуют сотни вариантов приготовления этого супа. И самый распространенный включает в себя мясо или субпродукты, бобовые культуры, ароматную зелень и специи. Ну, понятно, что сколько вариаций, столько видов его приготовления. И самое интересное, одно из ранних упоминаний этого супа относится к библейским временам. В книге «Бытия» говорится про суп из красной чечевицы, который уставший Исав просил у своего брата Иакова после изнурительной работы. А раз такой суп употребляют люди, которые работают физическим трудом, он очень питательный. Но самое интересное, раз его упоминали в Библии, чорбу, его история начинается где-то на территории современной Турции, Сирии и Ирана. Ну, где-то там, да, где библейские времена-то описывались. У тюрков это блюдо называется... Кто знает, пишите в комментариях, пока я не сказал. Шурпа. Так в арабском языке, в принципе, называется любой суп. Шурпа – суп. У нас суп, а у них шурпа. Это слово, понятно, что распространялась культура, везде пошли свои адаптации, и многие народы адаптировали под себя. Как, собственно, и с чорбой. Например, в Казахстане тоже есть примерно такое же название – сюрпа. А в Судане, Ливии и Египте это шорба. А в Черногории, Сербии, Молдавии, Болгарии чорба. Чувствуете, обратили внимание, как путешествие прошло от шурпы к чорбе. Януш, я видео записываю. Иди, брысь, не мешай, иди. Ян очень любит, когда я сижу, работаю, примоститься и мурчать мне в ухо, отвлекать. Среди тех, моих коллег, друзей, знакомых, кого я встречаю в Черногории, самое популярное, наверное, блюдо, которое все заказывают, это именно чорба. Я не знаю, чтобы кто-то его здесь не заказывал. Нравится она всем. Чтобы снять это видео, я перерыл десятки рецептов. Пошел читать, смотреть, нашел закономерности, выбрал определенную закономерность, что надо сделать для того, чтобы получилась чорба. Я на уникальность не претендую. Вот я перерыл десятки рецептов, выбрал самое популярное направление, выбрал то, что сегодня мы будем готовить рыбную чорбу, потому что все-таки она более популярна и необычна. И вы ее можете, самый прикол, что вы его можете сделать дома. И если вы здесь были в Черногории, полюбили чорбу, обязательно смотрите до конца, записывайте рецепт и готовьте. А потом напишите в комментариях, как у вас это получилось или не получилось. А если вы уже ее часто готовите сами, да, то тоже поделитесь вашими рецептами. Я напоминаю, нас читают очень много зрителей, и советы в комментариях очень важны. Поэтому если вы можете что-то порекомендовать, рекомендуйте обязательно. Рыбная чорба, она делится, если мы ее готовим, условно много процессов и два этапа. Первый этап – это подготовить бульон. Для рыбного бульона возьмите примерно килограмм рыбы двух типов. Например, там я взял сибас и дорадо, 8 евро. А вообще, к слову, стоимость всего блюда вышла, я не знаю, там евро 12, наверное, целая большая кастрюля. А порция в кафе от 2,5 евро, 3 евро. То есть выгодно наготовить себе 5-литровый бутыль такой. Если есть отдельно головы, хвосты, плавники, все тоже можно купить. Нам задача в первую фазу сварить рыбное мясо и вкусный бульон, который даст нам основу нашей чорбы. 1 лук репчатый, 1 морковь, лук-порей, зеленая часть,
Ну, она ароматная, даст хороший привкус. И черный перец. 4 зубчика чеснока примерно. Воды около 2 литров. Ну, лучше, может, даже больше, там, ну, на глаз, чтобы оно покрыло всю рыбу. Рыбу складываем в кастрюлю кусками с костями. Это очень важно. Лук-порей, его зеленая часть. Кладем морковь, лук, перец, горошек, чеснок очищенный. Все это заливаем холодной водой. Ставим на небольшой огонь. За 10 минут до готовности добавляем соль. Бульон остужаем. Достаем рыбу и отделяем ее от костей. Готовый рыбный бульон, примерно 2 литра. Ну, сколько у вас получилось его. Кусочки очищенной от костей рыбы после варки. Одна морковь большая, ну или несколько маленьких. 2 примерно лука репчатых. Плюс, ну, на глаз, лук-порей, белая часть. Там треть, половина, смешать его. Большой болгарский перец, 1 или 2, в зависимости от вашего размера, от кастрюли. Примерно столовая ложка топленого масла, ну или растопить его. И примерно 2 столовых ложки оливкового масла для жарки. Когда масло хорошенько разогрелось, я ложу сначала морковь. Потом лук. Чеснок. Все вместе обжариваем. Далее идет мелко нарезанный болгарский перец. Ну и в конце уже добавляем томаты. Тушим все это вместе 10-12 минут на среднем огне, ну, до готовности. И здесь уже в самом конце добавляем специи. Тимьян, сухая красная паприка, соль чуть-чуть еще, перчик. А вот далее уже вливаем рыбный бульон. Варим вместе это, ну, 5-6 минут. А в конце добавляем разделанную рыбу. Доводим все это до кипения и на максимуме еще варим минут 5. После этого выключаем. Оставляем чорбу настояться. Минимум 20 минут. Ну и все. Чорба готова.
Перед подачей в тарелке вы можете посыпать ее еще зеленью, добавить сухарики, тоже будут здесь они офигенно гармонировать, ну или просто с хлебушком, как у меня. Моя чорба уже остыла, я надеюсь, вы нашли полезным это видео, и кто-то из вас даже захочет его приготовить, ее приготовить, эту чорбу. Обязательно напишите в комментариях. Ну и посмотрим. Если это видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк. А если видео наберет 1005 просмотров, я уже выпущу следующее про телячью чорбу. Ну и ведем вообще рубрику аутентичной черногорской кухни. Будем готовить с вами те или иные блюда. Но я не повар, не претендую, я просто делаю так, чтобы было вкусно и доступно просто всем. Показать, что это легко. Вот, друзья, такой вот рецепт. Всем тем, кто на нас подписан, кто ставит лайки, пишет комментарии, поддерживает нас всячески, я передаю сердечко с чорбой. Балканское, черногорское сердце. Спасибо вам, дорогие друзья. До встречи в новых видео. Пока!